Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами вязать вот такую простую, классную, эластичную шапку крючком. Вязать эту шапочку очень просто, поэтому справятся даже начинающие. Ее можно вязать на абсолютно любой размер головы, абсолютно любой высоты и объема. Это может быть и мужская шапочка, и женская, и детская. Я вязала ее с отворотом, но, конечно, можно связать и без отворота. Она очень эластичная, очень хорошо растягивается и хорошо сидит по голове. Давайте я вам прикину размер, который у меня получился для ориентировки. У меня шапочка получилась по высоте примерно 28,5 сантиметров. И я ее сделала с небольшим отворотом, но по высоте ее можно сделать абсолютно любую, потому что мы вот так вот поперек набираем петли, и можно набрать абсолютно любое количество петель, и вяжем ее вот таким образом, и тоже можно привязать любое количество рядов. И в конце мы эту шапочку сшиваем. Шов выглядит вот так. Видите, сверху абсолютно незаметно, а снизу шов заметен. Это все потому, что у меня шапочка с отворотом. Мы ее отворачиваем, и на отвороте тоже не видно шва. Вот смотрите. У нас шов идет по одной стороне, а потом переворачивается для того, чтобы на лицевой стороне, когда мы носим шапочку с отворотом, его не было заметно. А так смотрится макушка у шапочки. Еще раз повторюсь, эта шапочка очень простая, справится даже абсолютно начинающий вязальщик или вязальщица. Итак, давайте вязать. Нам понадобится пряжа, причем понадобится абсолютно любая, это не имеет никакого значения. Вы выбираете ту, которая вам нравится, которая у вас есть. Я вяжу вот из такой пряжи, у нее примерно в 50 граммах, где-то около 93 метров. И вяжу я крючком ее номер 5, потому что тот узор, который мы будем ее вязать, называется боснийская резинка. Там обязательно нельзя перетянуть нашу ниточку для того, чтобы мы смогли свободно вязать и не перетянули случайно. Нам нужно взять крючок на пару размеров больше, чем рекомендовано для пряжи. Итак, мы теперь набираем петли. Еще раз повторюсь, это будет наша высота шапочки. Чем больше петель вы наберете, тем выше будет ваша шапочка. Я набираю 50 петель. Вот я заканчиваю набирать 50 петель. И вот такая получилась у меня цепочка воздушных петель. Она будет даже поначалу немножко побольше, чем в конечном итоге получится у нас полотно, потому что боснийская резинка, узор, он немножко стягивает. Итак, мы сделали воздушную петлю подъема, и теперь в каждую петлю вяжем соединительный столбик. Вяжется он следующим образом. И теперь эту петлю протягиваем через петлю на крючке. Получается, крючок протягиваем в петлю, цепляем нить и получившуюся петлю протягиваем через петлю на крючке. И так вяжем в каждую петлю. Это называется соединительный столбик. Ныряем в петлю, подхватываем рабочую нить и перетягиваем. Когда мы вяжем первый ряд, будет, конечно, не очень удобно вязать, можно помогать себе пальцем протягивать петлю, и так последовательно в каждую петлю провязываем. И до самого конца вяжем, до окончания всей нашей цепочки воздушных петель. Итак, мы подходим к концу, осталось буквально пару петель в первом ряду провязать. Предпоследний соединительный столбик и последний. Провязываем его вот следующим образом. И теперь можно подтянуть, чтобы было аккуратно последняя петля. Вот этот хвостик мы потом замаскируем в конце. Итак, первый ряд готов. Теперь вяжем одну воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание на другую сторону. И теперь смотрите, у нас вот сверху идет такая косичка. И вязать во всех следующих рядах все петли мы будем только вот за эту полупетлю, за заднюю. Вот за эту. Цеплять крючок будем только за заднюю полупетлю. Итак, мы
Провязали одну воздушную петлю подъема, ее пропускаем, вот эту вот первую нашу воздушную петлю подъема, и вот начиная с этой петли, получается второй от крючка, за заднюю полупетлю провязываем соединительные столбики. И вот видите, именно то, что у нас достаточно большой размер крючка, позволяет нам вязать свободно и не перетягивать полотно. И получается, без доп. Усилий у нас получается красивое, ровное, хорошее полотно. И именно это нам дает такой большой размер крючка. Если взять размер крючка поменьше, то мы можем случайно, даже сами того не замечая, перетягивать. И теперь доходим до конца ряда. И в конце ряда тоже до самой последней петли мы провязываем соединительные столбики. И не забываем про самую последнюю петлю. Ее провязываем тоже. Можете в самом начале пересчитывать все петли, чтобы в каждом ряду было одинаковое количество петель, чтобы вы случайно не скосили полотно и не связали на 1-2 петли меньше. Итак, опять продолжаем сделать точно так же. Воздушная петля подъема, поворачиваем на другую сторону и опять вяжем соединительные столбики за заднюю полупетлю. Первая петля у нас подъемом пропускаем, и вот сюда вяжем соединительные столбики. Получается, мы все ряды вяжем абсолютно одинаково. Вяжем соединительные столбики за заднюю полупетлю. И в начале каждого следующего ряда мы вяжем одну воздушную петлю подъема. Смотрите, буквально пару рядов я провязала. И мы теперь вяжем вверх, туда-обратно, на то количество рядов, которое нам потребуется. И вот так вот мы вяжем вверх, 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 туда-обратно. И провязав ряд соединительных столбиков от самого начала в каждую петлю до конца, потом провязываем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и опять с начала до конца вяжем соединительные столбики. Опять воздушная петля, и так повторяем до тех пор, пока мы не свяжем полотно нужной нам длины. Итак, и такую хитрость не забудьте, что нужно обязательно провязывать все петли до конца ряда. Вот это предпоследняя петля, а последняя у нас всегда прячется. Ее практически не видно, она вот так немножко завернута. Ее обязательно нужно провязывать, иначе у вас скосится край полотна, и у вас тогда шапка получится косоватой. Поэтому на первых порах лучше всего пересчитывать петли от начала и до конца, чтобы получилось нужного размера. Итак, мы вяжем и вяжем до нужного охвата головы. Видите, какая у нас получается очень эластичное такое полотно. Я здесь провязала примерно 89 или 88 рядов приблизительно, но вы вяжите то количество рядов, которые вам нужно, исходя из тех ниток, которые у вас есть. У меня здесь размер получился примерно 37,5 сантиметров, а по высоте примерно где-то 29-30 сантиметров. Но, как я уже сказала, вы вяжете то количество рядов, которые вам нужно, исходя из той пряжи, которую вы используете. Итак, мы провязали. Теперь следующий этап. Нам нужно выбрать лицевую сторону. А лицевая сторона у нас может быть как с одной стороны, так и с другой. Но главное, чтобы у нас петельки шли вверх. Сейчас я поближе покажу сам рисунок. Вот смотрите, у меня здесь крючок лежит, и вот так вот петельки. Очень напоминает резинку 1 на 1 спицами. И вот это вот будет у меня лицевой стороной. Вот это лицевая сторона у меня. И теперь следующий этап — это сформировать макушку. Вот макушка у меня будет с этой стороны. И теперь здесь нужно стянуть. Стягивать можно двумя способами. Первый способ — просто взять иголку, вставить вот нашу нить и по краю сделать стежки. Потом, когда эти стежки закончить, очень сильно стянуть. Но поскольку у нас абсолютно прямоугольное такое квадратное полотно,
может отверстие быть слишком большим сверху, и стянуть его больше не получится. Поэтому можно использовать вот такой вариант. Вместо крючка нашего стандартного взять крючок без ручки, потому что ручка нам будет мешать, и с его помощью мы сейчас провернем интересную операцию. Вот здесь по краю мы наберем петли, а потом их стянем. Вот эту петлю последнюю, которая у нас было вязание, так и оставляем. И вот смотрите, вот здесь между рядами, там, где мы набирали воздушные петли подъема, у нас вот есть такие петельки. И теперь, цепляясь за эти петельки, мы будем набирать петли по краю. Смотрите, как мы это сделаем. Именно поэтому нам нужен крючок без ручки, потому что пока мы не наберем полностью все петли по краю, мы не остановимся. А крючок с ручкой, вот такой вот, нам это не позволит сделать, он слишком коротенький. Итак, теперь в каждую петлю по краю полотна набираем крючком петли на крючок по принципу тунисского вязания. Набираем, набираем, набираем. Этих петель будет достаточно много. Набираем, набираем. Заодно правой рукой поддерживаем петли на крючке, чтобы они не слетали с обратной стороны крючка. У нас осталось совсем чуть-чуть. И вот буквально последние 2 петли. И сюда последняя. Вот, и теперь, вот у нас столько много петель образовалось. Теперь берем рабочую нить. Так, вот у нас рабочая нить. Крючком подхватываем эту рабочую нить и протягиваем вот эту рабочую нить через абсолютно все петли, которые у нас есть на крючке. Сами петли можно сделать чуть посвободнее или чуть поплотнее, это как вам уже больше нравится, но делайте так, чтобы вы могли без проблем протянуть нитку через абсолютно все петли. И вот так вот протягиваем, 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 протягиваем. Протянули. И вот тут мы будем формировать макушку и стягивать ее. Сейчас вам покажу. Общий принцип. Вот смотрите, сверху мы макушку здесь вот стянем. И после этого нам нужно будет этой же нитью и сшить саму шапку. У меня тут осталось нитки немного, поэтому я ее как раз использую, ничего отрезать не буду. Если у вас осталось нитки побольше, то вы отмерьте примерно 2-3 длины шва, которые нам нужно, и потом после этого отрежьте и вытяните нитку из вот таким вот образом, чтобы там была не двойная петля, а просто одна нитка. И теперь это у нас лицевая сторона. Мы по максимуму затягиваем, чтобы не осталось отверстия внутри. Затягиваем и нитку закрепляем. Вот смотрите, вот у нас я тут уже пару стежков сделала. Сейчас немножко подтяну, потому что у меня отверстие осталось довольно большим, а это не очень красиво. Поэтому я сейчас тут подкорректирую, затяну по максимуму. Вот я подзатянула, и вот отверстия практически нет. После того, как мы затянули это отверстие, мы выворачиваем на изнаночную сторону шапку, и теперь будем сшивать. Итак, у нас это изнанка, внутри лицевая сторона. Теперь нам нужно понять, как нам сшивать. Итак, давайте посмотрим на лицевой стороне, чтобы когда мы сшили, у нас узор по максимуму совпал.
Вот смотрите, с этой стороны вот у нас на лицевой стороне будет здесь вот как бы коса, и рядом с ней вот такая вот рисочка. Они должны быть на лицевой стороне. Это часть узора. Значит, по этой стороне мы будем пришивать вот за эти полупетли, которые ближайшие к нам. Вот. Вот косичка сверху, а там полупетли. С обратной стороны мы так подразвернем. Вот смотрите, на этой стороне рисунок. Вот косичка. Вот она идет. Вот сама косичка рядом. Рисочка, которая тоже идет в рисунок. Вот она. И уже следующая рисочка, которая идет за ней. И вот за нее мы как раз и будем вязать. Вот косичка, еще раз повторю. Вот рисочки рядом, которые попадают в основной рисунок. И вот следующая рисочка. Вот за нее как раз мы будем цепляться. Вот она. И теперь давайте проведем вот рисочкой выше, 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 выше. И вот самая первая рисочка, за которой мы будем цепляться. Сразу в нее иголку я вставляю. И вот по ней, по этой стороне мы будем и цепляться. Вот еще раз давайте вот растяну. Вот сама косичка по лицевой стороне, рядом первая рисочка. И нам нужно вот с соседней. Тогда у нас идеально сойдется рисунок на лицевой стороне. И теперь мы будем сшивать. Как мы будем сшивать, я вам тоже покажу. Я буду сшивать свободно, чтобы вы поняли принцип. Но шов нам нужно делать очень плотно и хорошо его затягивать. Итак, вот сюда иголку с ниткой просовываем сверху в следующую полупетлю. Вот сюда, в следующую полупетлю. А внизу возвращаемся туда же, в ту же петлю, откуда у нас нитка и выходила. Протягиваем нить. Так, внизу идем в следующую петлю, в следующую рисочку. Вот она. А сверху туда же, откуда нитка и выходила. Сверху в следующую нужную нам петлю, а внизу туда же, откуда нитка и выходила. Внизу в следующую нужную нам петлю, сверху туда же, откуда нитка и выходила. Дальше сверху в следующую петлю, внизу туда же, откуда нитка и выходила. И получается, мы таким зигзагом провязываем. Вот смотрите, вот я свободно вязала, и видно, вот такие петельки у нас образуются. Но сейчас я их буду затягивать поплотнее, потому что при выполнении этого шва на этой шапке шов должен быть очень плотно затянут, иначе он будет заметен. Поэтому я здесь сейчас подтяну максимум, что у меня получится. И дальше продолжу делать шов уже сразу максимально плотным. А вы сразу делайте максимально плотно. Смотрите, следующая вот рисочка, нужная нам петля, а сверху в ту же петлю, откуда нитка и выходила. Сразу затягиваем максимально хорошо. Следующая петля, а внизу туда же, откуда нитка и выходила. И вот так вот продолжаем сшивать. Вот в этом варианте шапки без отворота я просто сшила до самого низа. Но смотрите, когда мы делаем отворот, у нас шов совсем не нужный нам и очень видный появляется на лицевой стороне.
Поэтому, если вы будете делать шапку с отворотом, то вам такой вариант не подойдет. В этом случае вам нужно немножко схитрить. И смотрите, вот до того места, вот вот давайте с изнанки вывернем на лицевую. Вот здесь мы будем шов делать по-другому. А вы примеряете, какой отворот вы хотите. И вот с начала отворота, чтобы у нас переход на другой шов происходил внутри отворота. Итак, теперь это уже лицевая сторона. Теперь будем делать шов уже по лицевой стороне, не по изнанке, а по лицевой. Теперь нам нужно опять понять, за что цепляться, чтобы наш узор максимально хорошо сошелся. Вот здесь у нас, смотрите, и вот рисочка. Вот, значит, за следующую мы будем и цепляться. А это та же самая, за которую мы цеплялись и по изнанке. Получается, по этой стороне у нас будет все то же самое. По этой стороне, смотрите, как у нас идет узор. Вот наша косичка. Вот мы поворачиваем и смотрим. Она должна остаться на лицевой стороне. Когда значит, нам нужно вязать, сшивать, точнее, вот за эту часть. Уже за другую полупетлю. Получается, мы здесь сшиваем вот за эти полупетли, а с другой стороны за те же самые рисочки. И сшиваем мы точно так же, только цепляясь уже вот за эту часть, а там за ту же, за которую и цеплялись. А способ, как сшивать, сам принцип сшивания, точно такой же. Только мы уже теперь делаем шов с лицевой стороны шапки. И сшиваем, делаем шов до самого конца ряда. Все точно по такому же принципу. Внизу следующую, сверху, туда же, откуда нитка выходила. Затягиваем. Сверху в следующую, а внизу, откуда же нитка и выходила. И так дошиваем до конца. И вот мы до конца дошили. И вот так у нас смотрится на лицевой стороне. Сверху шов идет так, а здесь он изменяется с лицевой стороны на изнаночную. И когда мы делаем отворот, растягиваем, и опять у нас рисунок максимально совпадает. Теперь нам в конце нужно закрепить нить. Максимально плотно. Можно сделать следующим образом. Вот так вот подцепить здесь. Затянуть. Сделать такой небольшой незаметный узелок. Максимально затянуть. Можно для надежности сделать еще один узелок, чтобы точно шов не разошелся. А потом отрезать кусочек нити и замаскировать в шве. Все, шапочка готова. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. И до встречи в новых видео.